Я вас вітаю знову у своєму саду. Такая красивая картина по утрам встречает нас, когда я пью кофе на террасе. Но хочу вам сказать, что за этим стоит такая большая работа и так много времени занимает, чтобы это все увидеть и полюбоваться. Если вы также заняты в саду довольно много времени, знайте, что вы не одиноки. Мы все вместе украшаем наши дворы, наши сады, чтобы было приятно и красиво полюбоваться. Сегодня видео больше развлекательное, чем полезное. Мы посмотрим, как другие работают. Другие — это Света будет работать. Расскажу, как одно маленькое дело потянуло за собой кучу работы. И прошел целый день. Но это того стоило. Я буду работать, а вы посмотрите. Очень увлекательное занятие, когда наблюдаешь, когда кто-то другой работает, а не ты сам. В общем, запланировала я вот этот уголок миксбордера убрать траву. Сюда попала часть газона. Вот такие куртинки я выкапываю и пересаживаю. У меня там есть тропинка. Я хочу, чтобы благородная трава там росла, а не сорняк. И их туда пересаживаю. Плохие травы, всякие сорные, пырей и всякое разное, одуванчики, я просто пропалываю и убираю. Как я говорила, я мульчирую на картон травой или хвойным опадом. Но в данном случае картон сюда я ложить не смогу. Тут сильно густые посадки, лилии, самшиты, молодые хвойные, гортензии, поэтому просто пропалываю. По пути мне попались самшиты, пришлось подстричь еще 3 самшита. Вроде небольшой уголок сделала. Я вообще полностью клумбу никогда не делаю. Делю на части и каждый день как бы себе разные работы. Часть этой клумбы, часть где-то в теплице пойду поработаю, немножко подстригу. Делю на части всю работу. Мне так удобнее, легче и не надоедает. И, в общем, когда я прополола, я обнаружила, что у меня мало травы. Мало травы для мульчирования. Подумала, где мне можно взять еще траву, и вспомнила, что возле дома газон не подстрижен. Но тут стоит дилемма. Прежде чем стричь газон, я давно уже хотела привести в порядок можжевельники. Тут их 4. Решила, подстригу сегодня 2, и на следующий раз оставила еще 2. Почему подстричь надо было? Потому что я вниз не подкладываю ни агроволокно, ни целлофан никакой, а стригу прямо на газон. А потом газонокосилкой собираю вот эту мелкие обрезки хвойных, оно все перемеливает, и, в общем, немножко меньше работы. Начала я кусторезом большим, плоскости поравняла. Это те можжевельники в прошлом году весной, я их первый раз формировала. Сейчас они уже держат форму, такие красавчики. Мне нравятся стриженные формы. В саду эффектно смотрится, красиво, сад такой дороже смотрится. Глаз радуется, особенно когда на террасе стоишь с кофе несколько секунд перед тем, как одеть перчатки и бежать в сад. Так вот, вначале я кусторезом прошлась по каждому лепестку, вывела плоскости. Потом я беру ножницы, большие лезвия, и подравниваю уже края этих лепестков. А потом беру совсем маленькие ножницы и, отходя, смотрю, какая веточка выбивается, ту подравниваю. В этом случае вчера как раз я ограничила рост. Я уже не хочу, чтобы ветки добавляли. И центральные проводники срезала и закруглила. То есть оформила полностью лепестки. Вот так прохожу каждый лепесток. Получается очень
аккуратно, ровно накрошила. Особенно внизу надо всегда смотреть, чтобы в сторону газона на землю ничего не свисало. Некрасиво смотрится, неопрятно тогда формы, если свисает что-то вниз. Вначале сделала один можжевельник, подстригла, потом второй зеленый и решила все. На сегодня с меня хватит двух этих колючих красавцев, буду стричь газон. Остальные сделаю через недельку. И газон подстригу, и как раз те можжевельники. Что я хотела сказать по поводу того, стоит ли сажать на газоне растения какие-то. Сразу предупреждаю, не ведитесь на красивые картинки в интернете. Это того не стоит. Если вы посадите одно дерево, его обойти очень удобно. У меня Света разошлась, место тут свободное, кажется, и насажала. Очень неудобно, особенно под вот этими можжевельниками. Сейчас немножко проще, я там оформила приствольные круги, немножко видно, бордюр кантри вбила, замульчировала, то немножко проще стало. Газонокосилка проходит и понад бордюром, и вокруг. Сильно близко растет к бордюру. Не рассчитала Света, и получается там вручную приходится скашивать траву. В общем, мой вердикт: садите на газоне растений по минимуму. Если у вас, конечно, не 50 соток газона, там уже можно разойтись. Или если у вас работает садовник. Но есть такой нюанс. У нас бордюры выше, а газон ниже. То есть не в одном уровне. Поэтому мне приходится подравнивать бордюры перед каждым покосом. У меня есть специальные ножницы такие. Я вам показывала, лезвия ходят не горизонтально, а вертикально. То есть ровно ты руки держишь, а ножницы повернуты. Я когда-то вам ближе их покажу. Так вот, я этими бордюрными ножницами, вот видно, подровняла у всех бордюров траву, потому что газонокосилка не наезжает на бордюр, не в уровне. И приствольные круги, там, где колеса не наезжают, у газонокосилки тоже отдельная история. Представьте, все бордюры пройти вот так вот ножницами, подрезать. Ну, сделать я это сделала и приступила к следующему этапу, непосредственно к кошению. Мне косить нравится, дело неутомительное, травкой пахнет, собаки помогают. Это получилась часть работы достаточно быстро. Ну, относительно. Появилась у меня трава, и я смогла пойти и наконец-то замульчировать ту часть клумбы, которая у меня ждала укрытия. Я мульчирую прямо свежей скошенной травой, она на солнце высыхает, и вон дальше видно, та уже высохшая трава. Надо вообще-то довольно толстым слоем, чтобы сорняки не росли, но у меня так много ее в этот раз не получилось, поэтому со следующим покосом придется сюда добавлять. У всех хвойных приствольные круги замульчированы сосновым опадом. Ну, и потом получилась вот такая красота, чтобы такую картинку увидеть, сколько я работы провела. Это прошел один день. Вот эту траву я буду высаживать еще после снятия видео на дорожку там. Она разрастется, эти куртинки, и займет место сорняков. Собаки мне помогали, и я сделала 3 квадратных метра этого миксбордера. Смотрю, что мне предстоит завтра, и боюсь даже подумать. Подстричь надо вон те шаровидные туи у входа. Я включила полив, побрызгала, красоту свою полюбовалась недолго и пошла высаживать траву, набирать бочку в теплицу для полива. Дело к вечеру. Вот так одно за другим, сколько работы было переделано.
Так что не переживайте, вы в саду работаете с утра до вечера не одни. Я вместе с вами. Работа, земля, цветы, растения отвлекают нас и стимулируют на новые свершения. Растения помогают, особенно в настоящее время. Всего вам хорошего. До встречи в следующем видео.